Кто такой? Всем салют, с вами я, гений ютуба Скарлетт Смит, и я решила посмотреть, что же находится в святой воде под микроскопом. Друзья, сразу хочу сделать уточнение. Я рассматриваю святую воду исключительно с научной точки зрения, как жидкость, чтобы посмотреть на ее микромир. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение сакральное значение для верующих людей. Я отношусь к этому с уважением. Этот эксперимент чисто научное любопытство. Я не богохульствую и не пытаюсь кого-то переубедить. Я считаю, что святость — это не то, что можно увидеть через микроскоп. Ну что, погнали? Мне стало чисто интересно, что же находится внутри святой воды. За святой водой я ходила в церковь и наливала воду, святую эту воду наливала из кранчика, но в отдельном помещении. Я даже до того кранчика и не собиралась смотреть под микроскопом. Когда я наливала эту воду в бутылку, я задумалась, ведь я когда-то пила эту воду, а что же находится внутри нее? Безопасна ли она для питья? Мы иногда даже не представляем, сколько всего может находиться в обычной капле воды. Это удивительно, не правда ли? Я сейчас буду смотреть, что же у нас находится в святой воде. Так, берем. Такая вот святая вода. А ты кто? Кто такой? Малыш, ты кто? У меня, видимо, питомец завелся. Все готовятся к Новому году сейчас. Я выпущу это видео, скорее всего, в марте. Где-то так, примерно. Может, чуть позже. 31, 12. У меня уже много контента набирается, поэтому я потихонечку вам делаю. Мне даже не пришлось долго настраивать микроскоп, как я уже заметила микробов. Очень похож на него. Крокодильчик. Вот здесь, значит, лицо крокодила. Здесь туловище, хвост. Крокодил. Чё? Знакомьтесь, это диатомовые водоросли. Это одни из самых важных организмов на планете. Они производят до 25% всего кислорода на Земле. Каждый четвертый ваш вдох сделан диатомиями. Диатомовые водоросли очищают воду, поглощая аммиак, нитриты и тяжелые металлы. Но при массовом размножении некоторые виды выделяют нейротоксины. Вот, выловила ее наконец-то. Красота же, да? И теперь познакомьтесь с клешом демодексом, он же железница. Если вы прямо сейчас проведете пальцем по носу или по реснице, с вероятностью 30-50% там уже живут такие ребята. А это коловратки. Они получили свое название из-за вращательного аппарата на голове, двух кругов ресничек, которые создают водоворот для захвата пищи. Выглядят, конечно, они устрашающе, но они безопасны. Это природные фильтраторы. Но их наличие в воде указывает о плохой чистке. Некоторые водоросли, например, цианобактерии или сине-зеленые водоросли, выделяют токсины, которые поражают печень и нервную систему. Даже кипячение эти токсины не разрушает. Симптомы отравления могут быть разнообразны, от легкой аллергии до поражения почек, печени, судорог и удушья. Я столько всего наблюдала через микроскоп. Я даже не помню, чтобы столько микроорганизмов было в воде из-под крана в прошлом эксперименте. А это наш лептотрикс. Это нитчатая бактерия, которая живет в воде. У нее вытянутая форма, и под микроскопом она похожа на тонкие волоски или спагетти. Сам по себе в малых количествах лептотрикс не опасен. Он даже может жить в организме человека и не доставлять проблем.
пока иммунитет в порядке. И более того, он участвует в поддержании микробного равновесия, не дает размножаться вредным бактериям. Но если условия меняются, например, вода застаивается, а иммунитет ослабевает, лептотрикс начинает активно размножаться. Тогда он может вызывать воспаление во рту на слизистых, а у женщин бактериальный вагиноз. Присутствие лептотрикса чувствуется по запаху воды. Она может пахнуть землей, затхлостью или даже металлом. Его присутствие в воде – это явный признак того, что вода загрязнена органическими веществами, и в ней активно размножаются более опасные бактерии. А вот и легионелла. В 1976 году в Филадельфии собрались ветераны американского легиона. Они праздновали, общались, дышали кондиционированным воздухом в отеле, а через несколько дней 34 человека были мертвы. Врачи оказались бессильны. Так мир и узнал о легионелле. Бактерия, которая прячется в водопроводных трубах и ждет своего часа. Чтобы вы понимали, легионелла – одна из самых опасных бактерий, которые можно встретить в воде. Это палочки, которые живут в теплой воде и образуют биопленки, которые скапливаются в трубах. Легионелла вызывает легионеллез. Это тяжелая форма пневмонии. Симптомы – это высокая температура, кашель, одышка, путанность сознания и также боли в мышцах. В зоне риска это курильщики, люди старше 50 лет, диабетики и пациенты с иммунодефицитом. Ах да, еще люди с хроническими заболеваниями легких. Смотрите, какая милота! Но и это еще не все. В этой воде я нашла нематоду. Они живут в почве и воде по всему миру. Некоторые виды, например, стеблевая нематода, уничтожают урожай картофеля до 80% потерь. А есть нематоды, которые паразитируют прямо в человеке, вызывают поражение кишечника, аллергию и истощение. Для человека они напрямую не опасны, но они показатель того, что вода грязная и кишит паразитами. У детей это вообще может перейти в хроническую болезнь и отравить их жизнь на годы. Я вам не сова! А я думал, сова. Эта вода просто биологическая бомба. Под микроскопом я нашла лептотрикс, легионеллу, коловраток, диатомея и нематоды. Я хоть и не ученый, не имею ученой степени, но то, что я смогла найти под моим микроскопом, я вам рассказала. Если какие-то сделала ошибки, и ты являешься ученым, то напиши в комментариях, может, какие-то у меня были ошибки, может, ты что-то мог заметить. Я лично просто экспериментатор, мне было интересно посмотреть на эту воду. И плюс еще у меня микроскоп не такой сильный. Знаете, то, что я нашла под микроскопом, это еще верхушка айсберга. В такой воде могут быть еще и токсины, которые оставили бактерии после себя. И даже вируса, которые не посмотреть через микроскоп, но лично через мой не разглядеть. Такую воду пить нельзя. Я вам запрещаю, не надо. Лучше прокипятите, вскипятите, подкипятите, вскипятите, прокипятите, около кипятите, около кипятите. Что-то я не туда пошла, да? Я серьезно говорю, то, что эта вода небезопасна для питья. Если пить такую воду, можно получить кишечную палочку или даже тяжелое отравление. А в некоторых случаях даже поражение печени и нервной системы. Легионелла, например, не только вызывает пневмонию, но и лихорадку со знобом. А люди с ослабленным иммунитетом вообще могут привести к смерти. И умываться такой водой тоже риск. Легионелла передается через водяной пар и оседает на легкие. А лептотрикс при мытье может вызвать зуд, воспаление и молочницу, особенно у женщин. Если такая вода попадет в глаза, можно получить конъюнктивит.
Это воспаление слизистой. Если на лице есть прыщики, царапинки, порезы или даже сухая кожа, потрескавшаяся, бактерии могут проникнуть внутрь и вызвать воспаление. При умывании вода часто попадает в нос или в губы, а это уже ворота для инфекций. Гианелла, например, может проникнуть через слизистую носа и вызвать заболевание. Поэтому кипятите, фильтруйте или вообще не используйте. Даже фильтры не всегда спасают. Единственный способ сделать воду безопасной – это ее прокипятить не менее 5 минут. Еще раз напомню, что этим видео я не хотела никого обидеть или опровергнуть что-то. Я знаю, что для многих святая вода — это святыня, и я это уважаю. Мое видео — это просто взгляд исследователя, которому интересен, как устроен мир. И с вами поделиться хотела. Я не делаю выводов о вере. Я просто показываю, что видно через микроскоп. А вера — это за пределами формул. Мы увидели целую вселенную в этой воде. Дейлептотрикс, легионелла, диатомея, нематоды. Кто-то скажет: фу, какая гадость. А я скажу: какая сложная и красивая жизнь нас окружает. Друзья, микромир прекрасен, но коварен. И даже если мы ее не видим, она влияет на нас. И мы должны понимать, что мы пьем, что мы кладем в свой организм. А знаете, что самое удивительное? Мы посмотрели только одну капельку, но и видео подходит к концу. Стоп. Оплати только это видео подпиской на мой канал и подпиской на мой нельзяграммы, которые пишись. И также поставь лайк под этим видео и комментарий поставь. Это платное видео, вот нужно оплачивать, да. Да, напишите комментарий. И у меня к вам вопрос. А вы пили когда-нибудь святую воду? Был ли такой у вас момент? Всем спасибо за просмотр. Буду вас ждать в следующем видео и в моем телеграме. Увидимся до следующего видео. Всем пока-пока.